Здравствуйте, меня зовут Валерия, и вы попали на канал проекта Brain Power, что означает «сила мозга». В прошлом видео мы познакомились с треугольником жизнедеятельности человека, разобрали его грани, которые отвечают за благополучие жизни, ознакомились с их взаимосвязью, и в этом видео мы подробно разберем основания треугольника, биохимические процессы. Каждому из вас должно быть известно о бактериях, и, как я говорила ранее, бактерии живут с нами в симбиозе как внутри кишечника, так и внутри организма и его поверхности. Все начиналось с самого простого, похожего на трубку. Не было ничего, кроме входа, выхода, мышц и самого кишечника. И уже с самого первого кишечника внутри организма жили бактерии. Очень удобно, темно, тепло и постоянно поступает пища. Однако, поскольку бактерии обладают совершенно разными свойствами, некоторые из них решили приспособиться к кишечнику наших предков и делать для него что-то полезное, дабы другие бактерии его не пожирали. Так организм развился до того состояния, которое имеет сейчас. А сделал он это не один, а вместе с теми самыми бактериями. Даже иммунная система развивалась вместе с микробами, запоминая, кто из них хороший, а кто плохой. Так что наши друзья, по сути, росли вместе с нами. В настоящее время люди относятся к питанию подобно заправке машины. Заправил топливо и двигаешься дальше, пока есть энергия. Однако данная концепция абсолютно разрушающая. Наше питание – это то, кого мы питаем. Прослеживается это еще в традиционном питании народов мира. В нем всегда было место правильному взаимодействию с микрофлорой. Но оторвавшись лет на 100-200, промышленное питание, как раз таки и исповедующее ту самую концепцию «заправь, езжай», разрушило дружеский настрой к нашим микроорганизмам. Теперь под прицелом маркетологов и промышленного питания все, что мы употребляем, это продукты нанесения вреда по нашим друзьям. Вы воскликнете: «Я же ем, и со мной все нормально», а в этом как раз таки и кроется вся главная опасность. Болезни, от которых умирает большее количество людей на сегодняшний момент, берут свое начало из-за хронического воспаления в организме, которое, как правило, может проходить бессимптомно, либо мы привыкаем к тем симптомам, которые у нас есть, берем их за норму и живем с ними. Многие люди живут с изжогой, газообразованием, вздутием, псориазом, дерматитом кожи и думают, что это нормально, ведь у других тоже так. К таким симптомам также можно отнести повышенную раздражительность, сонливость после приема пищи и многое-многое другое. Но у здорового человека ничего подобного быть не должно. Самая распространенная причина смерти сердечно-сосудистые заболевания составила 62% от населения России на август 2023 года. Вы хотя бы осознаете, насколько это много? В современных реалиях мы буквально живем в воспалительной среде. Не то съели, не выспались, испытали стресс на работе, все это ведет к воспалению. Наш организм не понимает, что с нами происходит, он получает лишь сигналы, и в ответ на эти сигналы он запускает защитный процесс воспаления. На вопросы подобному «наши бабушки и дедушки ели, и ничего, все было нормально», я отвечу следующим образом. Да, действительно, наши предки употребляли пшеницу, молоко и другие продукты, которые на данный момент являются главным источником воспаления, но поблагодарим за это маркетологов и генетическую инженерию. Про маркетинг мы, кстати, поговорим с вами еще не один раз и разберем, почему же он играет главенствующую роль в деградации и разрушении человечества. Так вот, не нужно сравнивать наших бабушек и дедушек с нами, потому что и время тогда было другое. Мы живем в абсолютно разных мирах. И давайте ориентироваться на нынешнюю ситуацию, жить настоящим временем и не будем думать о том, а как же было в прошлом, и что если в прошлом было так, то значит и сейчас все является идентичным тому времени. Ведь настало то время, когда продукты питания меняются с маркетинг-стратегией. Работает это следующим образом. Производители производят продукты питания в соответствии с маркетинг-стратегией, так, чтобы было выгодно для бизнеса, а не для здоровья человека. И в этом главная проблема. Мы закрываем на это глаза, и в соответствии с маркетинг-стратегией геномодифицируются продукты питания. Например, пшеница, соя, кукуруза – это самые распространенные пищевые продукты, которые больше не являются настолько ценными, насколько они были ценны в то время, когда их употребляли наши с вами бабушки и дедушки. Вы спросите меня, и что же, это теперь ничего не есть?
Есть, отвечу я вам. Однако следует изучать свой рацион, разбираться то, чем вы питаетесь. Каждому человеку следует находиться близко к своей еде и видеть то, из чего она состоит. Ведь питание, еда, которую мы употребляем, это не только про энергию, это про строительный материал для нашего организма. Но если мы возьмем с вами питание обычного среднестатистического человека, мы увидим, что для построения нормальных связей, синтезации гормонов и различных веществ, запуска внутренних механизмов нет абсолютно ничего. И люди, к сожалению, закрывают на это глаза. Их уровень жизнедеятельности падает, мозговая активность страдает и разум затуманен. Жизнь перестает приносить радость, превращается в день сурка, страдает здоровье. Моя позиция и мысли – это не фанатизм, а объективная оценка реальности человечества. Напоминаю, мы с вами биологические существа. Опережая ваши вопросы, чем же теперь питаться, как за этим уследить и что же теперь на это все свое время потратить, я отвечу следующее. Каждый из вас должен сам определить для себя этот путь и разобраться с вопросами собственного здоровья и здоровья своей семьи. В описании под видео я оставлю ссылки на каналы экспертов, которым сама доверяю в отношении питания. Возможно, вам это чем-нибудь поможет. Мой вам совет. Собирайте информацию с как можно большего количества источников. Анализируйте и формируйте свое мнение, учитывая собственные индивидуальности. Я понимаю, что люди, которым пришло сейчас осознание, насколько важно питание, могут впасть в панику, в какую впадала я в свое время. Я не понимала, чем питаться, что не приносит мне вреда. Дело в том, что мы привыкли питаться одним и тем же. Мы ограничиваем себя белым шлифованным рисом, макаронами, пшеницей, пюрешкой. И в основном больше ничего в нашем рационе нет. Многие даже овощей толком не знают. Так вот, я хочу сказать, что существует овсянка, точнее геркулес, который можно употреблять, она не содержит глютен. Рассмотрите для себя семейство бобовых, но нужно быть осторожными, исходя из собственных индивидуальностей. Также забыла сказать про киноа, амарант, бурый рис, черный, красный рис, про гречневую крупу, про зеленую гречневую крупу. Обязательно больше овощей, преимущественно семейство крестоцветных и так далее. Еще раз повторюсь, формируйте свое мнение об этом, исходя из собственных индивидуальностей, потому что для некоторых семейство бобовых на начальном этапе может приносить дискомфорт при употреблении. Ведь будет идти такая реакция, как вздутие, газообразование. Но это потому, что имеются проблемы с кишечником. А если имеются проблемы с кишечником, то есть проблемы с вышестоящими органами. Это все нужно разбирать и изучать. Помните, что если мы хотим лучшего для себя, для нашей семьи, нам необходимо совершенствоваться и расти над собой. А самое главное – воспитывать себя. Ваша жизнь – это ваша ответственность, и она лежит только в ваших руках. В настоящее время мы не можем гарантировать компетентность врачей, поставщиков, производителей и так далее. Вопросами, касающимися нашей жизни, мы должны заниматься сами, и даже вопросами здоровья. Да, мы должны тратить на это время. Да, мы должны расти над собой. И чтобы изменить настоящее положение в обществе, первое, что нам необходимо сделать, это начать с себя. Спрос рождает предложение. Именно поэтому, начав с себя и перестав употреблять то, что нам так яро навязывают, мы сможем изменить и ассортимент магазинов, и подход маркетологов, и добросовестность производителей. Человек может жить дольше и должен стареть красиво, в соответствии с здоровьем, стареть по-здоровому, а не то, как мы наблюдаем это в настоящие дни. В моих планах есть написание уже не одного видео, и одно из них – это о старении человека. То, почему мы стареем, что на это влияет, и почему с каждым годом мы стареем все в более и более молодом возрасте. Благодарю вас за просмотр. Спасибо вам огромное, что вы пишете комментарии поддержки под моими видеороликами.
Для меня это очень ценно. С каждым новым днем я улучшаю качество своего контента. Приглашаю перейти вас в телеграм-канал проекта. Там будут публиковаться как конспекты к видеороликам на YouTube, так и другой уникальный контент. Вообще у проекта уже имеется огромное количество социальных сетей, которые вы найдете внизу в комментариях, либо в описании к видеоролику. В каждой социальной сети будет формироваться и выкладываться уникальный контент, которого не будет в другой. Единственное, что вы можете прослеживать, это анонсы каких-то событий, может быть, видеороликов на YouTube. Конечно, они будут публиковаться во всех социальных сетях, но сам контент, на котором будет основываться существование проекта в определенной социальной сети, будет уникальным и не повторять тот, что имеется в другой социальной сети. Поэтому я советую перейти вам в телеграм-канал, ведь там будет то, чего не будет ни в YouTube, ни в других социальных сетях. Я готовлю уже несколько постов в телеграм-канал, касающихся темы, которую мы с вами разбираем, и даже больше. Спасибо большое, что посмотрели, мне очень приятно. Буду стараться и дальше. Пока!